Привет! Это Анатолий Капрацефаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 22 выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 18 глава, которая называется «Обратный путь». В этом эпизоде мы узнаем, как все-таки закончилась битва 5 армий. Вместе с Бильбо попрощаемся с несколькими героями нашей истории и потихоньку начнем путешествие обратно к нашей повседневной жизни. В конце прошлой главы мы почувствовали внезапную неожиданную радость и в катастрофу, когда вместе с Бильбо прокричали «Орлы летят!». Но сразу же после этого Бильбо теряет сознание, когда ему в голову попадает камень. Автор начинает следующую главу с простоватой филологической шутки. Придя в себя, Бильбо обнаружил этого самого себя в полном одиночестве. Вокруг него ни души, и сложно понять, чем же все закончилось. В конце концов, он видит некоторые знаки, свидетельствующие о победе. Гномы разбирают стену, эльфы расхаживают между камней, но повсюду стоит мертвая тишина. И Бильбо снова пессимистически замечает про себя. Надо же, какая это грустная штука, победа. Здесь мы снова видим личный военный опыт Толкина, который не позволяет ему бездумно радоваться победам, забывая, какой ценой они были приобретены. Бильбо, наконец, видит человека, направляющегося к нему, и спрашивает его о новостях, чем удивляет последнего, который слышит голос, но никого не видит. Бильбо вспоминает, что на нем все еще надето кольцо, и порицает себя. Ну и морока с этой невидимостью. Кабы не она, я вполне мог бы провести эту ночь в теплой постели. Бильбо относит в лагерь, где Гэндальф радуется тому, что хоббит жив, и без промедлений отводит его к Торину, который умирает от ран. Тот прощается с ним, туманно намекая на посмертную участь гномов. «Я ухожу в чертоги ожидания, к своим предкам, и пребуду там, покуда не обновится мир. Оставляя все золото и серебро, я ухожу туда, где они не в цене, и хочу помириться с тобой. Я беру назад слова, сказанные у ворот, и раскаиваюсь в своих поступках». Думаю, не стоит пытаться найти здесь ключ к тайне того, что происходит с гномами после смерти. В отличие от эльфов, о которых точно известно, что их ждет после смерти, судьба гномов неясна. В разные периоды своей жизни Толкин описывал ее по-разному. К тому же, «Хоббит» изначально не задумывался как произведение, полностью встроенное в мир Средиземья. И мне кажется, что слова Торина здесь скорее в общих чертах отражают христианское мировоззрение Толкина. Те материальные блага, которые мы накопили здесь на земле, не играют никакой роли в загробной жизни. Единственное, что действительно важно, каким человеком или гномом ты отходишь в иной мир. Примирился ли ты с другими, несешь ли в своем сердце злые чувства, что является для тебя настоящей ценностью. Торин также замечает, что в Бильбо есть и мудрость, и мужество, того и другого в меру. Бэггинсовская сторона теперь находится в гармонии с Туковской. Отвага не превращается в безрассудную храбрость, а степенность не переходит в мещанскую узость мышления. Торин продолжает. «Если бы мы все ценили добрые застолья, веселых друзей и песни больше, чем золотые горы, мир был бы куда радостнее». В этих словах слышен голос самого автора, часто сравнивавшего себя с хоббитами в этом смысле. Мы видим, что рядом с сокровищем Торин заразился драконьей болезнью, которая заключается в бессмысленном накоплении богатства. Зараженный не думает о том, как им можно распорядиться, что с его помощью можно достичь, он просто хочет иметь его и никогда не расставаться с ним. Иными словами, он рассматривает сокровище не как средство, а как окончательную цель, ради которой позволено все, так как сокровище становится наивысшей ценностью, святыней, ради которой можно и нужно пожертвовать всем остальным. Снесение Торином стены в горе, которой он отгородился от других, символично. Он наконец-то понимает, что самое главное, важнее обладания сокровищем, отношения с другими, готовность прийти к ним на помощь, если нужно. Дайн, который становится королем под горой, понимает эту истину, поэтому он дарит повелителю орлов золотой венец. Не как взятку, а как символ вечной дружбы. 1/14 часть сокровища он дает барду,
Хоббиту он тоже готов отдать его долю, признавая, что он заслуживает награды куда больше других. Таким образом, мы видим, что сокровищем он распорядился честно и по совести, не подпав под его власть. То же самое можно сказать и о Бильбо. Он отказывается от большей части своего вознаграждения, справедливо замечая: «Как я потащу домой все эти сокровища? По дороге ведь не обойдется без каких-нибудь войн или смертоубийства». Он видел достаточно, чтобы понять, какое тлетворное влияние может оказывать богатство на многих, и не только на гномов, а на людей с эльфами. Мы уже не раз отмечали изменения, которые произошли с господином Бэггинсом. В частности, насколько более видимой стала его туковская природа и сколько отваги он в себе открыл. Но это не значит, что он стал другой личностью. Он все еще хоббит, и его взгляд на вещи бывает виден даже в том, как он говорит. Например, когда гномы уверяют его, что он всегда будет желанным гостем, они говорят архаическим стилем. «Если надумаешь навестить нас, когда наши чертоги вновь засияют прежней красотой, мы устроим в твою честь поистине королевский пир». Он возвращает любезность вполне искренне, но гораздо более простыми словами. «Если вам когда-нибудь доведется проходить мимо моего дома, заходите без стеснения. Чай в 4, но я рад видеть вас в любое время». А с королем эльфов он прощается еще более эффектно. Он дарит ему отделанное серебром жемчужное ожерелье. Когда король изумленно спрашивает, чем же он заслужил такой дар, Бильбо отвечает: «Видишь, и я полагаю, что обязан как-то отплатить за, как бы это сказать, за гостеприимство. То есть и у грабителей имеется совесть. Я ведь ел твой хлеб и пил твое вино, и в немалых количествах». Открывшиеся в Бильбо таланты не лишают его порядочности и честности, и король отдает этому должное, со всей серьезностью называя его Бильбо Великолепным и нарекая его другом эльфов. В конце концов, Бильбо отправляется в обратный путь, и мы могли бы ожидать, что рассказ с нем поместится в концовку этой главы. Но нет. Так же, как и во «Властелине колец» позднее, победа над главным противником или противниками не означает конец истории. Частично из-за того, что Толкин любит добросовестно подводить к концу все нити повествования, частично для того, чтобы показать, что даже финальная битва не стирает зло полностью с лица земли. Даже в этой предпоследней главе мы видим, что ему пришлось преодолеть и пережить много приключений, прежде чем он добрался до дому. Дикие земли, они и есть дикие земли. В те дни, помимо гоблинов, там водились и другие опасные твари. Автор также упоминает, как Бьорн стал правителем всех земель между горами и лесом, и о его потомках. Но хотя они и походили характером на Бьорна, мы видим, что были среди них люди угрюмые и, прямо скажем, нехорошие. Опять реалистический взгляд на мир, который показывает, что перед нами непростая сказка. Еще некоторые примеры мы увидим и в последней главе. А мы еще раз наберемся терпения перед последним этапом нашего путешествия обратно. С вами на прямой связи из Мглистых гор был Анатолий Акапарцефаль. В следующем эпизоде мы еще раз послушаем озорные песни эльфов, узнаем, как живой Бильбо всех напугал и расстроил, и что в конце концов потерял наш хоббит. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете обычно прислать на адрес e-mail info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Вания Сулея. Попутного ветра.